Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же роковые перемены вас ожидают? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. У вас произошли серьезные кардинальные перемены в жизни, после которых вы стали, как будто другим человеком. Вы стали более закаленным, более таким вот, подкованным в этой жизни, после чего вы извлекли очень хорошие уроки. Вы даже, я бы сказала, что вы больше любите теперь себя, вы стали любить больше себя. Вот именно после вот этих кардинальных перемен ваших. Если раньше вот вы отдавали, да, вот свою любовь, вы как-то для других жили, вот так вот правильно даже будет выразиться, вы жили для других, но не для себя, то сейчас вы можете себя и побаловать. Сейчас может даже проигрываться, что вы начинаете понемногу кайфовать от того, что вы один, вы ни перед кем не отчитываетесь, вы тратите куда хотите и столько хотите, да. Единственное, вот я не вижу рядом с вами женщины. Дети могут проигрываться, да, вот вы стараетесь с детьми проводить время, как-то вот вкладываться еще в детей, вы стараетесь помогать как-то время просто проводить. Но вот что меня радует, вы все равно смотрите с надеждой в будущее. Вот вы не на прошлое смотрите, не в прошлое, да, как правильно, а именно нацелены на будущее. Это уже позитивчик. Так, что еще у вас происходит? Вы прошли состояние одиночества. У некоторых, конечно же, может и сейчас еще оно проигрываться, потому что это общий расклад. Может зависеть еще от того, как давно вы разошлись. Если недавно, то, конечно же, это состояние и сейчас еще одиночество может проигрываться. Но опять же, вот вы нацелены на будущее, причем на женщину вот именно для семьи, для отношений. Вы даже не против были бы, если бы ребенок еще один появился. Но единственное, чего вы боитесь, это манипуляций, обмана и предательства. Вот этот страх очень плотно в вас сидит. Вы такой человек, вот если бы вам сейчас, дай любимую женщину новую, вы бы на край земли умчались. Вы такой человек, который вы вот, когда влюбляетесь, вы сорветесь и просто помчите на край света. Вот вы не будете не жадничать, вы будете полностью вкладываться. Время, деньги, возможности. Вот с одной стороны, вроде бы вы уроки извлекли из прошлых отношений, но все равно вы будете делать то же самое. Вот если вы влюбитесь, да, вот вы будете так же мчать, вы будете точно так вкладываться, вы будете точно такой же щедрой душой, какой вы были раньше. Ну уж так вас, наверное, воспитали. По-другому вы просто не умеете. Напишите в комментариях. Можете вы сорваться и поехать на край земли к любимой женщине? Я думаю, сможете. У вас будет такой, реально начальный этап в жизни. Причем это будет двоякий позитивный этап и по финансам, и в личной жизни. Вот в личной жизни у вас появится женщина, которая, конечно же, разобьет вам сердце, но разобьет в хорошем смысле. Не переживайте. Так, что за женщина? Коротко смотрим. Что за женщина? Смотрите, женщина придет как бы издалека, это будет совершенно новая дама. Она какой-то период вообще не хотела ни с кем общаться. Вот вы как-то попадетесь ей на ее жизненном пути очень так, внезапно. Она даже вот какой-то период совершенно не собиралась ни с кем знакомиться, вступать в отношения. Но вот вы ее настолько покорите своей какой-то уверенностью, своим вообще жизненным подходом.
Вы покорите ее вообще, вот, ну да, вот я так подозреваю, что это в разговоре она поймет, вот своим отношением к жизни, своими какими-то рассуждениями. Насколько вы ее завлечете, что она задумается о том, как бы вас захомутать реально. Вот женщина, которая абсолютно поставила крест на личной жизни, вот здесь она повстречает вас. И здесь у вас понесется жара. Так, какая женщина? Давайте коротко посмотрим. Активная. Она больше, так знаете, наверное, логически подходит к делам. Она не будет вот полагаться на интуицию, там, на то, что она сердцем чувствует. Нет, вот она как-то продуманно относится ко всему. Я не говорю, что она корыстная. Нет, пусть вас это не пугает. Но вот она взвешена, она рационально ко всему относится. Она 100 раз подумает, прежде чем что-то сделать. Она всегда очень так, ну, серьезно подходит к решению каких-то важных дел. Это довольно неплохая, кстати, черта, поэтому пусть оно не пугает вас. Она очень хорошо владеет, хоть и не очень пользуется, но она интуицией хорошей владеет. Я вам скажу, что даже интуиция, и вот эта интуиция, она ее подводит как раз к правильным логическим мышлениям. То есть она все равно использует интуицию, но она даже как-то особо на это и не обращает внимания. Хотя вот одно вытекает из другого. Она очень такая, очень активная, очень человек, как же назвать, каким словом, вот даже не знаю, как подобрать слово. Вот она человек еще, знаете, вот может казаться эмоционально холодной. Может также проигрываться воздушного знака зодиака. Но она еще человек поступков. Любовь однозначная у вас с ней будет. Но смотрите, может внешне показаться, что она сюсюкаться не будет, она холодновата, да? Но вот такие женщины, они свою любовь доказывают поступками. На самом деле о наших настоящих чувствах вообще говорят поступки. Потому что на словах, да, слова это все хорошо, все эти признания в любви, сюси-пуси, да. Но это всего лишь слова, если так разобраться. Слова это дополнение к поступкам. Напишите в комментариях, вы со мной согласны или нет. Что все-таки как важнее для вас? Любовь показывать поступками, либо же хватит и слов. Я думаю, слова это всего лишь слова, это пустой звук. То эта женщина, вот она как раз поступками, она будет показывать любовь. Поначалу вас немного, так знаете, ну, насторожит, что ли, ее такая вот серьезность, такая вот холодность какая-то. Но опять же, когда вы увидите ее поступки, когда вы увидите, что человек ради вас, хоть она и женщина, но она может горы свернуть, то вы поменяете очень сильно свое мнение в лучшую сторону, да? Потому что обычно как у нас считается, женщина должна быть мягкая, покладистая, такая вся душевная, да? Но не все женщины такие. Да, она может быть холодноватой, она может быть рисковатой, но когда у мужчины есть какие-то проблемы, когда он заболел, когда там, я не знаю, депрессняк, все что угодно, что-то не ладится, да, такая женщина, она всегда поддержит. Да, она не будет сюсюкать, но она подставит свое хрупкое плечо, и она всегда поможет мужчине. Поэтому пусть вас это абсолютно не пугает, то, что она не будет прям, знаете, как любят некоторые женщины, обниматься, целоваться, там чуть ли не на улице, вот эти все слюни, сопли. Ну, то есть, я думаю, вы поняли, о чем я говорю, да? Так, что еще у вас будет происходить в жизни? Смотрите, у вас будет довольно еще такой непростой период. С чем он связан? С чем он будет связан? Ага, проявится ваша бывшая зазноба. Бывшая зазноба, которая может появиться очень в такой неподходящий момент, когда вот с новой женщиной у вас будет все в шоколаде, все налаживаться, там чуть ли не любовь, морковь, свадьба. Появится бывшая со своими сказками, со своими манипуляциями, причем очень неожиданно.
появится и начнет вам рассказывать очередные сказки про то, как ей нужно помочь, какая она бедная несчастная, как она поняла свою вину и так далее. То есть будьте бдительны, да, вот дама, которая проявится абсолютно в корыстных целях. Она будет даже, смотрите, у некоторых может проигрываться. Она может даже рассказать, как ей плохо, как она хочет вот вас вернуть, хочет вернуть семью, да, но это будет чистой воды манипуляция. Абсолютнейшая манипуляция, вот она вас поставит перед выбором. Она настолько вот в ярких красках вам будет все рассказывать, вот эти сказки втирать, что вы реально можете задуматься, а вдруг и правда, да? И с одной стороны у вас уже новая любовь на горизонте, с другой стороны бывшая со своей вроде бы так, да, такой льстивой любовью. И вы можете реально призадуматься, где же правда. Поэтому, ребята, будьте бдительны. Я вас просто предостерегаю. Осторожно. Вот будет песни петь только так. Вот начнет даже у некоторых может проиграться про примирение рассказывать. Как она хочет помириться, как ей плохо. Ну вы реально, вот вы засомневаетесь даже, а вдруг и правда. Особенно я сейчас обращаюсь к тем, кто хочет еще вернуть бывшую. Будьте бдительны. Вот вы засомневаетесь. Вот она начнет вам такие сказки рассказывать, что вы реально задумаетесь, а с кем же вам быть. Потому что, смотрите, чтобы из-за бывшей, из-за ее лживых сказок, чтобы вы не потеряли вот эту новую женщину, которая, ну, реально будет довольно неплохой вам для семейной жизни. Вот именно неплохая она для семейной жизни. Теперь смотрите, у некоторых из вас может еще проигрываться такая ситуация вот по работе, по финансам, вот я сейчас имею в виду, проигрываться может ситуация, либо же подработку вам предложат, да, либо поработать за кого-то и денежку подзаработать. Вы себя настолько вот будете, ну как бы утомлять, истощать. Вот смотрите, чтобы вы на износ не начали впахивать. Потому что вы можете так впахивать, что вы свою вообще жизнь поставите на паузу. Вот чисто начнете работать, чтобы заработать как можно денег, да. Ну, с одной стороны, это хорошо, да, вот вы хотите там новые отношения, новая женщина, заработать побольше денег. Но вы просто себя загоните. Вы можете так и здоровье подорвать, и вообще всю жизнь на паузу поставить. Ну, только на работу у вас будет время. Чуть ли не по 24 часа в сутки впахивать. Так, ребят, тоже нельзя. Не загоняйте себя. Видите, вот из-за этого вы можете на паузу даже вот любовь свою, отношение отодвинуть. Вам просто некогда будет. Вы настолько вот углубитесь в этот заработок, что некогда будет вот реально просто вдвоем посидеть, вот там в кафе куда-то сходить. Поэтому будьте осторожны, потому что серьезно подорвете свое здоровье. А так, в общем-то, довольно неплохо у вас все будет. Вот снова вы выпали императором. Вот смотрите, с этой женщиной вот у вас однозначно будет и любовь, будут отношения. Все единственное, вот пусть вас не пугает ее некая холодность, такая вот без сюсюканья этих всех. Вы с ней даже себя более уверенно почувствуете, потому что вот она вас, ну, как бы окрылит, расправит вам плечи. Вы, если вот раньше вы не чувствовали уверенности, вот вы не чувствовали себя хозяином в отношениях, в прежних, с этой женщиной вот вы реально себя императором почувствуете, возьмете все в свои руки. И те же важные решения каких-то проблем, и заработок денег, да, ради которых вы вот будете впахивать. То есть это такое суперское состояние для мужчин, когда ты реально чувствуешь себя вот важным, ты чувствуешь себя нужным, да, когда есть женщина, которая ценит то, что ты для нее делаешь. На самом деле это очень важно для любого мужчины. Напишите мне в комментариях, я права или нет, что каждому мужчине, да, важно чувствовать себя любимым, нужным, и видеть, что женщина ценит, да, то, что ты для нее делаешь. Это просто жизненно необходимо. А иначе смысл отношений, когда ты вкладываешься, отдачи никакой.
Поэтому даже не расстраивайтесь. У кого сейчас депрессия, у кого упадническое настроение, кто уже ни во что не верит, у вас на горизонте шикарная женщина. Правда, такая с жестковатым характером, но все у вас будет хорошо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!